Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решила приготовить советские молочные коржики, которые, наверное, очень многие помнят, любят, которые продавались в любой школьной столовой, в каждой кулинарии в нашем детстве. Готовятся эти коржики очень легко и просто, получаются очень вкусными, рассыпчатыми и напоминают детство. Для этого рецепта нам понадобятся следующие продукты: мука 400 грамм, сахар 200 грамм, одно яйцо, молоко 80 миллилитров, сливочное масло комнатной температуры 100 грамм, разрыхлитель 2 чайные ложечки, щепотка соли и ванильный сахар или ванилин, что у вас есть. Я добавлю пачку ванильного сахара 8 грамм. Также нам еще понадобится вырубка, формочка такая, чтобы выдавливать коржики, и желток. Один желток и 1 столовая ложка молока. Просто смешать вместе. Это для того, чтобы сверху смазывать наши коржики. Но это я покажу все дальше в процессе. Для начала приготовим молочный сироп. В кастрюлю выливаем молоко и сахар. И, помешивая, доводим до растворения сахара. Кипятить эту смесь нам не нужно. Нам нужно только, чтобы сахар растворился в теплом молоке. Как только сахар растворился, добавляем сюда же сразу 100 грамм сливочного масла и перемешиваем до того состояния, пока масло полностью не разойдется в горячей смеси. Затем всю эту горячую смесь мы переливаем в миску, где и будем замешивать наше тесто. В миску добавляем ванильный сахар, соль и одно яйцо, и все хорошо перемешиваем венчиком. Взбивать нам ничего здесь не нужно, нам нужно просто все продукты хорошо перемешать. В просеянную муку добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя, хорошо перемешиваем. И эту смесь, муку с разрыхлителем, понемногу добавляем в наш молочный сироп. И постоянно перемешиваем, таким образом замешиваем тесто. Сначала я перемешиваю венчиком, можете пользоваться ложкой, кому как удобно. Рабочую поверхность нужно присыпать мукой. Выкладываем сюда же тесто и вымешиваем дальше руками. Тесто должно получиться очень мягким, податливым. Можно начинать сразу же с ним работать. Стол хорошо нужно присыпать мукой, чтобы тесто не прилипло. И начинаем раскатывать тесто в пласт примерно 9 миллиметров, 1 сантиметр. Где-то примерно так. Не раскатывайте, не делайте корж слишком тонко, не раскатывайте, потому что иначе корж получится очень сухим внутри. После того, как мы раскатали наше тесто, начинаем выдавливать коржики вот такой вырубкой. У меня она примерно 9 сантиметров в диаметре. Если же нет такой формочки, как я уже сказала, можно использовать обычный стакан. Ну, такой немножко побольше, потому что эти коржики раньше они были не маленькие по размеру. Вот такие коржики у нас получаются. К этому времени у нас уже должна быть включена духовка, разогрета на 190 градусов. И мы наши коржики аккуратно перемещаем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Из этого количества теста у меня получилось 12 вот таких коржиков в диаметре примерно 9 сантиметров. Я испекла сначала 9 штук, а потом еще 3 штуки. Сверху наши коржики мы смазываем яичным желтком, смешанным с 1 столовой ложкой молока. И при желании вилочкой наносим вот такой рисунок. Этого делать не обязательно, но раньше, насколько я помню, на коржиках всегда был такой какой-то необычный узор. Готовые коржики ставим в духовку в разогретую на 190 градусов.
И выпекаем до золотистого цвета примерно 15 минут. У меня в моей духовке они пеклись 15 минут. Смотрите, по своей духовке они должны быть очень такого приятного, красивого золотистого цвета. Вот такие красивые коржики у нас получились. Они очень вкусные, рассыпчатые. Пока они теплые, они очень мягкие внутри. Конечно, когда они полностью остынут, они будут более твердыми и рассыпчатыми. Это очень вкусное и приятное воспоминание нашего детства. Буду очень рада, если вам понравился рецепт и вы захотите испечь тоже такие молочные коржики. Пробуйте, пишите комментарии. Ну а я буду благодарна вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.